Здравствуйте, мои дорогие. Ну что, вот прошло, почти неделя прошла. Не знаю, мои дорогие, вот даже вот настроение такое. Представляете, я даже ничего не снимала. Вот такой депресняк. Просто вот не знаю, что делать. И совета попросить не у кого. Обычно я вам советы даю, а тут вот ну просто. Но это не выгорание, как мне писали в WhatsApp, что выгорание. Какое выгорание? Я готова работать день и ночь. Мне вот даже без работы еще хуже. Нет. Я говорю, просто прям депресняк. Но это просто дело в том, что вот эта тягомотина тянется уже год. Ну и сами понимаете, какое может быть настроение, когда ты работаешь, каждый день что-то делаешь, снимаешь, стараешься, в конце концов. Время, деньги. А толку нет, все хуже и хуже, хуже и хуже. Ну и вот у меня, видимо, просто какая-то точка кипения, точка невозврата. Ну а что? Получается, что я почти 4 года все деньги трачу на материал, вот это работаю, делаю. Нет, огромное спасибо девочкам, которые покупают мои украшения. Конечно, покупают не столько, сколько бы хотелось. Конечно. Но огромное спасибо. Я вот только сейчас поеду на почту, отправлю аж в Хабаровск Ирине. Спасибо огромное. И вообще, мои хорошие. Что бы я без вас делала? Спасибо вам за все. Спасибо. Ну, в общем, я вообще всегда честна с вами. И так что скрывать... Чего вот скрывать? Вот что скрывать? Скрывать нечего. Год все валится и валится, и валится, и я уж устала вас просить, вот это, писать комментарии, лайки ставить. Ну, толку-то нету никакого. Никакого. Все хуже и хуже. Хуже и хуже. А я ведь, ну это уже стало... Ой, сейчас, простите, трактор проедет. А ведь, собственно говоря, это стало смыслом моей жизни. И никуда от этого не денешься. Я так привыкла. Вот для меня сейчас вот прям, ну просто. И все деньги я на это трачу. И... В общем, не знаю, что делать. Не знаю. Но это, блин, настолько тяжело. Настолько тяжело.
Вот вы не представляете. Это ведь я еще держусь. Когда вот просмотры падают, это падает самооценка. Перестаешь себя уважать. Вот это в себе ковыряешься, думаешь, да что ж ты, блин, что ж ты, получается, такая безрукая, такая безмозглая, ты так людям неинтересна, не нужна. Ну вот сами-то посудите, если у вас в голове вот такие постоянно мысли, что хорошего будет. Да и здоровье это не прибавляет, когда постоянно ревешь. Простите. Сколько я людям показала вот за эти почти 4 года. Чему я только не учила. Чё ж получается, что людям вообще нужен один идиотизм, что ли? Самбелы вот эти вот, чокнутые шизофреники. Неужели людям совсем не интересно, что ты им показываешь? Чему ты их учишь, какие советы ты им даешь? Да для чего вообще такая жизнь нужна? Мало того, что вообще сделали какой-то концлагерь, и люди отупели, что ли? Что людям надо-то? Вот этот вот, блядь, Бузовы. Ну что, люди-то, вы возьмитесь за голову-то. Смысл-то жизни человеческой-то в чем? В просмотре этого говна? Что ж получается, одни учатся до конца своих дней, да? А остальные вот это вот щелкают по каналам, где бы какого-нибудь говна, извините за мой французский, посмотреть. Как обидно это, ну просто в голове не укладывается. Вашу мать, а? Ужасно это все. И за Алинку мне обидно. Что ж получается, что она потенциал завысила мой, да? Думала, что я смогу, а у меня не получается. Была бы Алинка жива, конечно. Было бы все по-другому, она бы смогла меня настроить, научить. Ну и что получается? Что я зря эти почти 4 года жила? Понимаете, что вот обидно-то из-за чего душа-то болит? Я же хочу как лучше, хочется поделиться с людьми тем, что умеешь. Ну и вообще показать, как живут люди в Крыму. В общем, короче говоря, все очень все грустно. Прям хоть в петлю лезь, правда. Вот до такой степени, блин, депресняк накатил. Но это потому, что это копилось долго. Долго копилось, и вот кто-то мне вот напишут: вы же хотели общения. Конечно, я и сейчас хочу общения. Но когда тебе платили, ну хотя бы $100 в месяц,
Вы же сами понимаете, да, это к нашей пенсии это очень хорошая прибавка. А потом вдруг перестали. И теперь я эти $100 получаю там раз в 3, в 4 месяца. Ну это как? Это же и обидно, да и плохо. Ну, а чего говорить-то? Я же не претендую на миллионы, да? У меня сейчас такая жизнь. Ну, в общем, короче говоря, кошмар. Первые 2 дня я вообще думала, что я все брошу нахер, по-русски говоря. Но за эту вот неделю я понимаю, что я не могу без этого. Просто не могу. Вот не могу. Я не знаю, куда себя девать. Я чувствую себя какой-то идиоткой. Не на лавочке же сидеть-то, в конце концов, я же так не умею. Вот я, девчонки, снимаю ролик этот 10-минутный, 1,5 часа. Курю, пытаюсь успокоиться. Уже замерзла. Ну, у нас, правда, 6 градусов, но ветер ледяной. Зима. Вот видите, в шапке, в куртке и холодно. Уже хочется домой в тепло. Но что-то уж начала тут, так уж чего уже. Ладно, не буду я все это растягивать. Кто понимает, тот поймет. Кто не понимает, тому хоть вот обдолбись, называется. Толк-то. Вот. Ну, я обращаюсь, в общем, к вам, к нормальным людям-то. Чего? Просто поймите меня, что я в таком раздрызге. Вот. Ну и что, лапуськи мои, к какому выводу я пришла? Причем пришла сейчас, пока говорила. Сегодня у нас какое? 19 или 20? 20 ноября. Я даю своему каналу 2 месяца. Вот 2 месяца до 20 января. Но от вас я ожидаю прям максимальной поддержки. Прям максимальной. Прям комментарии, прям лайки. Желательно прям сначала видео лайки ставить. Не в конце, а прям в начале. Авансом, так сказать. А я постараюсь. Во-первых, формат поменяю. Видео буду выкладывать 3 раза в неделю, не чаще. В общем, я постараюсь. Но и вас прошу, помогите мне, пожалуйста. Ну, посмотрим, что из этого получится. Если так и будет, то, видимо, мне придется с вами расстаться, хотя я этого очень не хочу. Я очень хочу, чтобы у меня карта была вся заполнена вашими местами, где вы проживаете. Мне самой это очень интересно. Я вот хоть и живу сейчас в другом доме, а хожу туда и смотрю на эту карту. И общаться мне с вами интересно. И интересно, когда вы мне присылаете свои видео, фотографии. Да я думаю, остальным это интересно. Ну,
общем, короче говоря, мои дорогие, я постараюсь. Посмотрим, что из этого получится. Но всю неделю-то я не сидела, сложивши руки, нет. Я и украшения делала, и вообще руками делала. Но не снимать и с вами не разговаривать, для меня это оказалось вообще хуже всего. Хорошо еще погода такая, закатов нет. Я 2 раза, по-моему, сняла закат. В общем, короче, без вас мне прям тоска. Да, за всю неделю, забыла вам сказать, было одно светлое пятно. Я ходила в гости к Инне. Ну, кто смотрел, знают, я познакомилась тут с художницей из Москвы. Вот, они с мужем, ну, она 2-ю зиму здесь осталась жить, а муж у нее уже 5-й год тут, безвылазно. Они такие интересные, такие люди. Вот. Так вот, ходила к ней в гости, была просто очарована ее домом. Ну, просто. Вы знаете, вот сказочная избушка. Правда. Все руками ее сделано, но не только ее, и муж, конечно. Они купили этот домик, был маленький домик, они его так расстроили, ну, давно у них этот домик. Вот. Но они просто приезжали летом, и они там понастроили. У них там 5 комнат, а кажется гораздо больше. Он такой, такой интересный. Но это я вам покажу в видео потом. Обязательно, обязательно. Я вот шла от нее, и у меня такой был подъем. Мне так захотелось тоже что-то сказочное сделать. Сейчас я вам покажу, что я начала делать. Вот помните, я делала в Питере абажур маленькой настольной лампы Саши бусинками. А тут я пришла, сняла, коты пошли, вот, сняла вот этот вот, который у меня на кухне висел, клетка вот эта, и начала ее, вот видите, ну, благо бусин у меня стеклянных огромное количество, вот. Начала делать. Долго это, да, долго, муторно, но ничего, потихонечку сделаю. Так что я не сижу. Вот, сижу со своим богатством. Ну, потом сделаю, я вам покажу, конечно. Так что вот так вот. В общем, честно, я вам все рассказала. Я даже девчонки на комментарии не отвечала. Вот на последние там 2 видео. Вот не могла себя заставить. Ну ладно, раз я 2 месяца даю каналу, возьму сейчас себя в руки. Давайте попробуем. Такого кризиса у меня еще не было. Долгого, длинного, муторного. Он меня прям добил. Правда, добил. Дети меня успокаивают. Да ладно, да все нормально, да. Я говорю, да ну так-то
Нормально, да. Я говорю, есть у меня основной костяк девчонок, да, которые меня смотрят, которые меня поддерживают. Да. Но ведь хочется же, хочется развить это, понимаете? Ну так же тоже нельзя. Ладно, вы меня простите, но мне больше и не с кем поделиться-то. Ну. Так что, мои дорогие, всего вам хорошего. Я вам желаю только здоровья, удачи и только всего самого хорошего. Пока-пока, мои дорогие. Я бы вас вот так сейчас обняла бы прям и погрелась бы об вас. Правда, уже замерзла. Ладно, зайки мои, давайте. Пока-пока. Пока, мои дорогие.